Всем огромный привет, мои дорогие, с вами снова Инна, и я хочу сегодня вам представить видео, в котором я буду шить лиф на косточке, но уже с готовой поролоновой чашкой. Вы часто об этом просили меня, было много комментариев по поводу именно такого лифа с готовой чашкой и в Инстаграм, и на Ютубе в комментариях, поэтому я надеюсь, что вам это видео понравится и будет полезным. Приятного просмотра! Для пошива я буду использовать готовые поролоновые чашки, которые буду обтягивать эластичной сеточкой. Накладываю сетку на чашку и начинаю прикалывать ее иголочками, немного растягивая сетку и убирая лишние складки. После того, как я обтянула по периметру всю чашку, заворачиваю сетку по верхнему срезу вовнутрь и прикалываю ее. Обрезаю лишнюю сетку, оставляя по боковому срезу припуск 1-2 см, а по верхнему срезу тоже оставляю припуск около 1 см. Откалываем иголочки и выкраиваем еще одну такую же деталь из сетки для второй чашечки. Вкладываем сетку в чашку лицевой стороной вовнутрь, скалываем и пристрачиваем сетку по верхнему краю прямой строчкой. Не забываем оставить припуск по боку чашки. Отворачиваем сетку, таким образом закрывая срез чашки. И снова распределяем всю сетку по чашке, растягивая ее и прикалывая иголочками. Припуск по боку заворачиваем вовнутрь и прикалываем. Прострачиваем нижний срез максимально близко к краю прямой строчкой. Убираем иголочки и срезаем лишнюю сетку. Теперь прострачиваем бок на пол сантиметра или 1 см от края и обрезаем. Теперь берем кружево и прикалываем его так, как вам нравится, к чашке, оставляя припуск по боку, и внизу я буду делать небольшую сборку. Можно сделать выточку, но сборка в моем случае красивее смотрится. Обрезаем кружево по контуру и краим еще одну такую же зеркальную деталь для второй чашечки.
Прикалываем равномерно обе детали к чашкам, а каждую сборку я выкладываю и прикалываю отдельной иголочкой. Пристрачиваем кружево прямой строчкой по нижнему срезу максимально близко к краю. Теперь нужно аккуратно вручную пришить фестон. Обрезаем лишнее кружево, оставляя на припуск по боку чашки. Теперь займемся поясом. Выкраиваю пояс, учитываю ширину застежки и припуски сверху и снизу на ширину отделочной резиночки. Среднюю деталь обязательно нужно продублировать из плотной сетки, которая не тянется. И выкраиваем последний слой пояса из кружева. У вас это может быть просто кружево, без сеточки. Скалываем 3 слоя средней детали лицом к лицу и прострачиваем поверху прямой строчкой. Отворачиваем и пристрачиваем сетки к кружеву. Еще я стачаю 2 слоя сетки по краю, чтобы они не скользили. Вот что у меня в итоге получилось. 2 боковые части пояса и середина. Также я прострочила боковые части пояса по линии, где будет пришиваться чашка. Теперь мне нужно стачать все 3 детали пояса. Закалываю и сшиваю швом вовнутрь. После того, как пояс стал цельным, пристрачиваю резинку по низу, закрывая срез на сетке. Вот что получилось. Втачиваем чашки в пояс и обрабатываем бок чашки одновременно с верхним срезом пояса отделочной резиночкой. Вот я пристрочила резинку зигзагом по внутреннему краю, теперь заворачиваем и еще раз прострачиваем зигзагом по другому краю резиночки, чтобы фестон оказался сверху, снаружи. Пришиваем тоннельную ленту сначала по верхнему краю, а потом по нижнему. И пришиваем застежки. После того, как застежки пришиты, вот сюда я пришиваю резинку для бретелей. И к чашке тоже. Ну и крайнее, что мне нужно сделать, это работа с косточками. Кости нужно встраивать вот сюда, обрезать по бокам ненужное и прострочить. Также я хочу поставить маленькие косточки под чашки и по бокам пояса, чтобы сам пояс не заворачивался при носке. Боковые кости у меня длинные, поэтому я подрезаю их под нужный мне размер и обрабатываю края с помощью зажигалки, чтобы они не рвали туннельку.
Вот такой нежнейший лиф у меня получился. Трусишки к нему я буду шить совсем скоро, так что вы подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие новые видео. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока-пока!